understand that he's going to entertain us for a few moments before the regular conference, so with that, I'd like to introduce my colleague Barry Rubin, who is acting in good stead to support me. Ну, я не знаю, как дальше сегодня провести нашу встречу. Я думаю, что я возьму гитару, пою несколько вещей. Потом, если вы захотите что-то у меня спросить, я с удовольствием вам отвечу просто на все, что вы спросите. Проблем в этом смысле нет. А Барри, который любезно согласился помочь переводить, для тех, которые не очень хорошо понимают, он переведет идиоматические выражения. Кроме того, это мой друг, он всегда работает с поэтами, с русскими. Вот так что нам будет сегодня легко, я надеюсь. Let me just say a few words for those of you who perhaps don't understand Russian. Vladimir Wysocki is very glad to be here and have this opportunity informally to talk with people, with students, with faculty, and he thinks that we can proceed very informally. He's willing to entertain any questions any of you might have, and has agreed very amicably to perform a few songs and take his guitar now if you have any questions, and I'll try to explain, let's say, the gist of most of those things which he says. Еще я хотел сказать, что я нахожусь в Квинсе, и я заранее, хочу раньше, это обычно положено говорить в конце, благодарю Альберта Тодда, тебя, Барри, за то, что вы давно уже этого хотели, добивались, но у нас так случилось. Хотя это случайно, но все-таки я надеюсь, что первый блин будет не комом, вот, потому что мне очень интересны эти встречи и выступления, особенно здесь все начинали, и Женя, и Белла начинали работать, так что вот я буду, как говорится, продолжать этот процесс. И благодарю устроителей. At the outset, I'd like to thank everyone, and I'd like to thank Kвинс-колледже and Professor Todd for this opportunity to perform here and to continue a tradition which has been going on for quite a while here. And we've had Евгения and Bella Madulina at Queens in the past, and we've tried for a long time to have Volodya here, and now it's just been our good fortune to have him here. He's glad that he can continue in this good tradition. Я хочу сейчас начать просто для представления, потому что, может быть, многие не слышали, во всяком случае, живьем, песни, которые я исполнял из спектаклей. Это одна из недавних вещей «Мы вращаем землю», которую любят у нас наши поэты, которые прошли войну. Слуцкий, Межеров, Самойлов. Песня называется «Мы вращаем землю». I'd like to begin with a song that is called We Rotate the Earth. This is a song that I wrote for the movies. It's a song which is liked a lot by our poets, Russian poets, who are very much interested in war themes. It's a song about soldiers in wartime who have finally gone on the counterattack, who are metaphorically reversing the spin of the earth and are pushing the enemy back westward. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш компас, оттолкнувшись ногой обрала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяти кроки. Но мы помним, как солнце справилось пять, и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну беды и ребят. Мы толкаем ее сапогами от себя. Я в ветрах востока пригнулись тага,
жмется к скалам, а тара осенную мы сдвинули без рычага и сменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день это сказки для старших. Просто землю вращают куда-то хотят. Наши сменные роты на марше мы ползем. Бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя и коленями землю толкаем. От себя, от себя. Я всех раз востока здесь никто не нашел, даже если б хотел. Руки кверху поднявшие, всем живым ощутимая польза от тел. На прикрытие используем павших, это глупый свинец всех не сразу найдет, где настигнет упор или сила. Кто-то там впереди навалился назад, и земля на мгновение застыла. Я ступни свои да не оставил мимоходом по мертвым кормя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то встал в полный рост и, ответив поклон, принял пулю на вдохе, но на запад ползет батальон, чтобы солнце пошло на востоке. Животом погрени, дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запад. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе, разум прибавя, землю тянем зубами на земли, на тебя, от тебя. Перевод переведите или уже? Да. Вот еще одна песня, которая называется «Тот, который не стрелял». This next song is called "The Man Who Didn't Shoot," and it's about a soldier who has fought in the front lines and captures a prisoner, and for some reason he decides he doesn't want to bring that prisoner in, and he's denounced by a fellow soldier, and he's sentenced to court-martial and execution by firing squad. And the firing squad is about to shoot him. They fire, and our hero is not killed because there's one man who doesn't shoot. He's taken to a hospital. The doctor looks at him and marvels at the fact that he doesn't die, and our hero says, well, it's all because of the man who didn't shoot. This one man. He recovers. He goes back. While he's still in the hospital, he sends some glucose to the front so that the fighting will be sweeter for this man who didn't shoot. Finally, he returns to his own regiment, and there he finds out that really at this point he's finished off because he hears that a German sniper has killed the man who didn't shoot. Еще совсем из других песен. Песня такая, стилизация русской песни. Она в пластинке звучит. Она была самой популярной песней в течение 2-3 лет, потому что она вышла на пластинке. Эта песня называется «Кони привередливые». Well, obviously a lot of you already know this song. It's a very popular, famous song because it's one of the songs that was issued on a record that was very successful. The name of the song is Ornery Horses. It's about a group of horses that this man is driving along, and they on the one hand won't listen to him, and he is caught in this tragic kind of conflict between wanting the horses to slow up
wanting the horses to slow up so they don't take him into a disaster situation. On the other hand, he keeps whipping them on because inside he needs this kind of danger, he needs this kind of critical situation. По самому по краю я коней своих нагайкаю, бегаю, погоняю, что до воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть, но что-то кони мне попались, привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по синеву травы на шаг, неторопливый. Впередите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Не указчики вам кнуты плеть, но что-то кони мне попались, привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик здесь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, кащ, не лететь, то что-то кони мне попались, привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Володя.
Бермудском треугольнике. Спой, пожалуйста. I'd like to add just a couple of words about that song. It's typical of the sorts of songs that Volodya sings about people in very dire straits, people who are on the edge of disaster. In this particular case, the hero is about to go over a cliff, and he just wants to be allowed at least to live another moment longer and finish his song. Вот. И сейчас я хочу спеть вам шуточную песню, потому что в моей программе всегда много серьезных песен, сделанных в шуточной манере. Вот. И сейчас я хочу спеть шуточную песню, которая называется «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное и невероятное из сумасшедшего дома». Это песня по поводу того, что много сейчас разговоров идет о разных чудесах, которые якобы вокруг нас существуют. Летающие тарелки, которые некоторые видели, а некоторые из них летали уже, всякие филиппинские врачи и, наконец, Бермудский треугольник. Вот. This next song is a very recent number that I've written about, which is really entitled A Letter from a Madhouse to the Head of a Television Network. And it concerns various inmates. It's in the form of a letter written by an inmate in an insane asylum, and it's under the influence of a lot of modern events that we've heard about in the papers, things like flying saucers and miraculous cures done by Filipino doctors, and last but not least, what happens, the things that have happened, mysterious disappearances in the Bermuda Triangle. Дорогая передача, по субботу, чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, у колодца и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорил, ломая руки, краснобайный баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковой власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд то тарелками пугаем, дискотек подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Вы кое-чем поднаторели, мы тарелки пьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, хоть раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортить нам обедни, злые происки врагов. Это и худые черти бермудят воду в пруду, это все придумал Черчилль в 18 году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту так, но примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Распишите полотенцы и на веры изуверцы. Нам пермутеры на сердце и пермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Он смей в окне маячить, за спиной уж Черчилль прячет. Подал знак кому-то, значит, вечер вырвать провода. И нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Он достиг садовник Руди, у его приемник Руди, он его ночами крутит, ловит контраферье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, и к нам попал в волнении жутко, и с номерочком на ноге он прибежал. Волнован крайне, и сообщением нас потряс, будто наш уже научный лайнер треугольники погряз. Кинул топливо и тратил, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, прибывают с пессимистами, их
Вчера в стеклянной призме к нам больниц привезли, и один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый путь земли. Что-то было, как ты спасся, каждый лес и приставал, но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих не узнаешь? Разошелся, так и сыпить треугольник будет выпить. Будь он параллель выпить, будь он круг ядрен вождь. Пусть безумная идея, вы не решайте сгоряча. Отвечайте нам скорее через топку глаз врача. С уважением, дату, подпись, отвечайте нам. А то, если вы не отзовете, мы напишем спортлото. Теперь я хотел бы спеть такую песню, я не знаю, просто короткий перевод, я вам скажу. Называется она «Сыт я по горло». Это старая моя песня, такая лирическая первая песня. Это из серии, когда я писал стилизации на блатные песни. И это было очень давно, скажем, лет там 13-14 назад. This is a song that I wrote a long time ago, and it was originally written on themes of sort of underworld kind of songs. It's called I'm Set Up to Hear or Diving Deep, because the image is of I'd like to get away from all the things in the contemporary world that bother me and get down to the bottom of the ocean like a submarine in my terms. По горло до подбородка, даже от песен не стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, а водка спадет. Но не помогли ни Верка, ни водка. Водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Песня, которая является... Мне очень много писем пишут, и в каждом из этих писем в Москве я получаю до сотни писем в день. Люди спрашивают, там, не воевал ли я, не плавал ли, не летал ли, не шоферил ли, потому что почти все мои песни написаны от первого лица, я всегда говорю «я». Но это не из-за того, что, так сказать, это все обо мне, что я это все прошел, а просто из-за того, что я имею право на авторский домысел, и там самое главное есть в этих песнях мое собственное личное отношение к тому, что я пою. Из-за этого я говорю «я», а вовсе не из-за того, чтобы показать, что я все прошел и на себе испытал. И следующая песня, которую я хочу вам спеть, называется «Я не люблю», и является как бы половиной, ответом на половину из тех вопросов, которые я задаю, что я люблю в этой жизни, чего нет. Это тоже из спектакля песни, и вы помните ее содержание, правда? I get a lot of letters, hundreds of letters a week, a day even, asking me whether I fought in the war, whether I in the Navy, whether I drive a truck, because the content of my songs I always talk about in the first person. This is not because I actually have been all these things. As a matter of fact, I didn't fight in the war, I wasn't a soldier, etc. But this is simply my license as a songwriter to talk about things this way and the things and to express my attitude towards the subject matter.
This particular song is entitled I Don't Like It, and it really is a list of the things that in the world that I don't like. The way people, certain attitudes that people have towards each other, just my own things that I find repellent. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселый ветер не поют. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни и диверсии, черней сомнения, почести игру. Или когда все время против шерсти, или когда железо по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Достаточно мне, коль слово честь забыто, и коль чести наверное заглаза. Когда я вижу славные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, достаточно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. И еще одну хочу вам шутку спеть. Я думаю, что ее даже можно и не переводить. Там два персонажа. Это называется песня «Диалог у телевизора». В телевизоре сидят двое, Дина и Ваня. Here's another humorous song. The title of it is Watching Television. And it takes the form of a dialogue between a husband and wife. The husband's name is Vanya. His wife's name is Dina. And they're watching television, and they're watching the circus. And Dina, every time she sees something that interests her, she turns to Vanya and says, Vanya, and she makes some kind of very nasty crack. And Vanya turns back and very indignantly defends himself and answers her back as a husband should, very manly form. Things like, for example, she sees